Ранним утром у главного въезда в национальный парк произошло событие, которое позже стало настоящей легендой среди сотрудников заповедника. Обычно в это время здесь царит спокойствие. Слышны лишь голоса птиц да стрекот насекомых. Но в тот день привычный порядок оказался нарушен. Огромный старый слон по кличке Гром встал прямо посреди дороги и перекрыл выезд колонне внедорожников с туристами. Несмотря на шум моторов, свистки и громкие окрики проводников, животное даже не пыталось сдвинуться с места. Оно стояло неподвижно, словно огромная каменная глыба, и совершенно не реагировало на попытки освободить проезд. Туристы недоумевали, сотрудники нервничали, а время экскурсии неумолимо уходило. Вскоре к месту прибыл главный рейнджер Самуэль. За годы работы он хорошо изучил повадки местных животных и сразу понял, что поведение Грома выглядит необычно. Слон не проявлял агрессии и не выглядел испуганным. Напротив, казалось, будто он намеренно добивается внимания людей. Великан смотрел прямо на рейнджера, тяжело дышал и слегка покачивал головой, словно пытался сообщить нечто важное. В этот момент один из помощников заметил странный предмет в хоботе животного. На его конце был зажат темный сверток, покрытый красноватой пылью. Когда слон поднял хобот выше, все присутствующие замерли от неожиданности. В его захвате находилась старая кожаная сумка, принадлежавшая егерю Томасу. Эту сумку в парке знали все. Именно с ней Томас отправился на патрулирование дальнего северного участка 2 дня назад, после чего бесследно исчез. Масштабные поиски с участием добровольцев и вертолетов не дали никаких результатов, поэтому находка вызвала настоящий шок. Самуэль почувствовал тревогу. Тем временем Гром сделал несколько шагов назад, затем повернулся к густым зарослям акации и громко затрубил. После этого он снова посмотрел на людей и медленно направился вглубь леса, будто приглашая их следовать за собой. Не теряя времени, рейнджеры оставили машины и отправились вслед за слоном. Вооружившись аптечками и необходимыми инструментами, они пробирались через густые кустарники, высокую траву и труднопроходимые участки местности. Гром уверенно вел группу по узким тропам, известным лишь обитателям дикой природы. Почти через час тяжелого пути слон остановился возле глубокого оврага, скрытого под кронами старых деревьев. Он осторожно положил сумку на землю и указал хоботом вниз. Заглянув через край, люди увидели среди камней человека в камуфляжной форме. Это был Томас. Он оказался жив, хотя находился в крайне тяжелом состоянии. Его ногу придавил массивный ствол упавшего дерева. Рядом виднелись следы борьбы и несколько стрелянных гильз. Все указывало на то, что егерь столкнулся с браконьерами и, пытаясь спастись, угодил в ловушку. Пока сотрудники парка освобождали пострадавшего и оказывали ему первую помощь, Томас рассказал невероятную историю. Все время после происшествия рядом с ним находился Гром. Старый слон не отходил далеко, отгонял хищников и даже приносил ветви с плодами, помогая человеку продержаться до прихода спасателей. Тогда выяснилась еще одна важная деталь. Несколько лет назад именно Томас спас этого слона. В его ноге застрял браконьерский наконечник, причинявший сильную боль. Егерь извлек его и долго ухаживал за животным, пока оно полностью не восстановилось. Теперь Гром отплатил за добро добром. Он не бросил человека в беде, охранял его и сумел привести помощь тогда, когда надежда почти угасла. Когда началась эвакуация, слон стоял на краю оврага и спокойно наблюдал за происходящим. Он провожал взглядом носилки с Томасом, словно убеждаясь, что его друг находится в безопасности. В тот момент казалось, что великое животное выполнило важнейшую миссию своей жизни. Эта история стала ярким напоминанием о том, что память, преданность и благодарность существуют не только среди людей. Порой дикие животные способны проявлять такие качества, которые вызывают искреннее восхищение и заставляют по-новому взглянуть на связь человека с природой.